Привет, друзья! Наша задача сегодня выяснить, подойдет ли стенорезная машина Hilti DST-10 Cut Assist для резки банковского хранилища. Так вот, когда вам продают в Hilti эту стенорезку, никто не говорит о ее назначении. Понятно, что вы должны догадаться сами, какие конкретно задачи вы можете выполнять этой стенорезкой и как вы ею будете в дальнейшем зарабатывать деньги. У нас конкретное применение, нам нужно порезать сейф. Тем, кто интересуется тематикой стенорезных машин, хорошо известно, что DST-10 режет на глубину 38 см, максимальный размер диска у нее 900 мм. В нашем случае толщина стен 500 мм плюс. Почему я говорю плюс? Потому что общая толщина около 600, но мы можем снять штукатурку со стены, и у нас останется около 520 мм. 520 мм прорезается 1200 диском. И логично было бы выполнять эту задачу 20-й стенорезной машины. Но, во-первых, 20-ка сейчас в сервисе, а во-вторых, у нас есть 10-ка, и нам нужно не потерять во времени, потому что есть определенный срок, в который мы должны вложиться с выполнением этого сейфа номер 2. И это же как раз отличная возможность понять, на что способна 10-ка. Сейчас заходим в хранилище, ребята как раз продолжают резку. Я вам покажу, какие стены мы можем вырезать прямо сейчас 10-кой, а для каких нам нужна будет все-таки 20-ка. Вот оно, наше хранилище. У него 4 стены и потолок. Та стена, мы имеем доступ к ней с двух сторон. К этой стене мы тоже имеем доступ теперь с двух сторон. С обратной стороны кирпичную кладку разобрали, там эта стена не нужна. Что мы можем выполнить 10-кой? Мы можем порезать эту стену полностью и убрать с двух сторон навстречу. Мы можем порезать эту стену и убрать полностью. Мы можем порезать эти две стены, но только на глубину 33 см. И мы можем порезать потолок тоже на глубину 33 см. Да, после этого нам нужно будет две стены и потолок, последние 20 сантиметров глубины дорезать другой машиной. Это понятно. Но мы не будем это время терять просто так. 20-я машина работает на тех же пятках, на той же рельсе, имеет то же самое расстояние от точки крепления до линии реза. Поэтому не проблема в эти же анкера точно так же потом навесить 20-ку и дорезать эти 20 сантиметров. То есть фактически получается, что сейф со стенкой 520 мм мы не можем полностью порезать 10-ку. Но мы можем выполнить процентов 75, а то и 80 всей основной работы. Давайте посчитаем. 2 стенки из 5 это 40%. Еще 3 стенки на 60% глубины. То есть 76% мы можем выполнить 10-кой. К тому времени, пока мы закончим резку здесь 10-кой, 20-ка 100% вернется из сервиса. И нас это устраивает. Да, кто-то из вас сейчас напишет: ребята, зачем вы мучаетесь, включите гидравлику, включите там сразу 20-ку, поставьте. Но не хватает на все объекты 20-й стенорезной машины. И давайте подходить к этому объективно. 10-ка стоит вдвое меньше, чем 20-ка. При этом она может выполнить 76% даже такого сложного объекта, как банковское хранилище. Вторая особенность резки 10-кой. Пульт маленький, беспроводный. На старой 20-ке такого нет. Сама машина гораздо легче, скажем так, ощутимее легче. Нету электробокса, нет дополнительных кабелей. То есть удобство, мобильность работы у 10-ки на порядок выше, чем у 20-ки. Друзья, по поводу скорости самой резки. Понятно, что если сравнивать 10-ку с 20-кой, к примеру, то разница будет минимум процентов 30 по скорости. В некоторых моментах 50, а в некоторых даже 100. Почему так? Потому что 10-ка режет хорошо толщины 20-25 сантиметров, 30. Но 30 она начинает подвисать на продолках и на тяжело армированных бетонах. И это нормально, потому что мощность электродвигателя там от 9 до 11 киловатт, насколько я помню. И получается, что разница между 19 киловаттной 20-кой и 10 киловаттной 10-кой
вдвое. Соответственно, просто на бетоне мы эту разницу в скорости не ощущаем, но мы ее ощущаем, когда сегмент попадает на металл. Но разница в скорости десятки и двадцатки, понятно, что в минус десятки, но разница в мобильности явно в плюс. То есть на перестановках мы время выигрываем, на самой резке мы время теряем. И если бы стены были 30-сантиметровые, то мы бы эту задачу выполнили бы полностью десяткой. Какой однозначный ответ? Можно ли вырезать десяткой банковское хранилище? Да и нет одновременно. Потому что банковские хранилища есть с толщинами стен по бетону до 300 мм, и такие хранилища, да, можно вырезать. Но наше сегодняшнее хранилище банковское имеет толщину 520 мм и по стенам, и по потолку. Поэтому однозначно нет, но мы все равно будем продолжать резать десяткой. Ровно до возврата двадцатки из сервиса. Потому что останавливать объект и срывать сроки мы точно не будем. Друзья, напишите, кто пользуется 10-й стенорезкой, кто пользуется 20-кой, у кого есть и один, и второй вариант. Какие у вас ощущения по конкретно этой машине? И резали ли вы банковские хранилища одной десяткой? Благодарю за просмотр. Всем пока. Подписываемся на канал. Это обязательно. Ну давай, говори що-небудь. Говори, блин, я ж не знав.